Давай, озвучивай все, над чем мы сегодня будем работать. Это у нас будет такая сонастройка в нашем общем поле, да, чтобы и плюс твое подсознание будет четко понимать, куда же ты хочешь, что ты хочешь по итогу, а мы как наблюдатели, знаешь, как в этом квантовом поле, да, то есть нет наблюдателя, Мгм. как бы частицы в форме волн. Есть наблюдатели, все материализуется. Вот мы тоже тут с Викой как наблюдатели, чтобы у тебя все получилось, то, что ты именно хочешь для себя. Поэтому ты озвучиваешь, а мы как наблюдатели. Это уже прекрасно. Ну, могу начинать. Да, мы тебя слушаем. Вот. Цель сеанса. Хочу расторгнуть контракты, чтобы вернуть всю мою энергию. Хочу провести диагноз моих программ, блоков исправить. Разобраться с тем, что меня мешает проявиться силу духа. У меня был случай, когда я смотрел в глазах человека, и я видел, что с ним было. Если у меня есть телепатический дар, хочу очистить от всего, что меня мешает проявить и усовершенствовать мой дар. Аспекты. Первый. Хочу изменить прошлое, когда я принимал наркотики. Это было праздник, я употреблял наркотики и алкоголь, был сам дома. Второе. Хочу встретить родственную душу, убрать все, что меня мешает. Третье. Чувствую магию от девушки Михаэла. В прошлом году встречались 4 месяца. Она как будто перевернула мои мозги. После нее нет нормальных отношений. Хочу понять, какое влияние на меня она оказала и убрать все привязки. 4. Дядя Сергей, его жена Инна. Чувствую негативную энергию от него. Он убеждал употреблять наркотики. Хочу посмотреть, почему я подался на его влияние и изменить ситуацию. Я работал у моего дяди. Я кушал и чувствовал негативную энергию. Эта пища готовила Инна. Я чувствовал, как будто в тумане. Хочу убрать все негативные воздействия и вернуть свою энергию. Пятый случай. На светофоре. Я увидел Сергея в его авто. Он уехал за мной километров 7. Позже ночью я видел сон, в котором его лицо имело вид демона с рогами и кровью на лице. Хочу разобраться с этим сном, очистить мою энергию, если есть какая-то кармическая связь, развязать, убрать воздействие и вернуть мой потенциал. 6. Был случай, в 6 или 7 классе мой отец прикалывался с меня. Я собрался на свидание с девушкой. Я в огороде собрал цветы. Хотел, чтобы мой отец меня не видел, но он увидел и начал смеяться. Я вспомнил это и хочу убрать негативные воздействия, расторгнуть контракт и убрать причину программ. 7. Авария. У меня был серебристый БМВ. Я собирался ехать в Молдавию. Купил билет на паром. С другом Николаем мы напились на пикнике. Я сказал Николаю, Э, я покажу тебе мастер-класс. На третий раз он согласился на ралли. Потом я ехал и смотрел в телефоне. Николай сказал, здесь налево. Я, не посмотрев, повернул и выехал в дерево. Машина в хлам. Хочу разобраться в причине и убрать ее. Понять смысл контракта и расторгнуть контракт. До этого были еще 2 аварии. Сон. Прикинулся человек, который напал на меня. Какие-то люди смотрели и боялись. Я схватился за лезвие ножа и порезался. Я забрал его нож. Хочу понять смысл сна. Кто это человек? Что значит этот нож? Почему его нож оказался в моей руке и боялись? Вот. Перед первым сеансом происходили странные вещи, как будто мир замер. Я поругался с Сергеем. У меня дома были коробки с сигаретами. Я просил его забрать. Он угрожал мне, что перейдет и побьет меня. В результате я отдал сигареты знакомому дяде Сергея, и из-за этого была ссора. Мгм. Это все. Миша, а скажи вот про силу духа, ну, чтобы мочь ее проявлять. А что сейчас с твоей силой духа? Сейчас уже, вот, когда начал сделать сеанс с Викторией, моего сила я постепенно уже начал проявлять и
все, что хорошо. Но хочу посмотреть, где у меня есть какой-то блок, и забрать его, чтобы у меня было весь потенциал, весь этот потенциал сил, да. А как ты, понимаешь, что у тебя блок? Ну, вот, посмотрел в мое прошлое, у меня, я знаю, были ситуации, когда у меня был этот блок. Подробней. А я употреблял алкоголь, наркотики, сделал эти вещи. У меня как будто, когда хотел сделать что-то, да, начинать, я как будто боялась что-то сделать, знаете. Были такие программы, что вот у меня не получается или я не могу. Ну, можешь прям вот случай из жизни, вот что конкретно было? Когда вот ты прям хотел проявить силу духа, а не получилось? М, Вот был один случай с моим отцом. Да, я хотел построить бизнес, да, и сказал ему мою идею, да. Он сказал, что это бред, у тебя ничего не получается, м, не можешь сделать, да. Ну вот, и тогда я как будто падал, знаете, Ну, это так же, как он тогда высмеял тебя, когда ты на да, свидание шел? да, вот то же самая ситуация. А имя отца и матери? Отец Юлиан и моя мама Татьяна. А какие отношения с мамой? Были ли какие-то ситуации в детстве, которые Э, ты бы Когда я хотел был, изменить? да, есть какие-то ситуации. Вот когда я был маленький, но я был очень хороший ребенок, да, сделал много глупостей. Вот, моя мама бил меня каждый день почти. И много агрессии было надо мной. Ну, это, на силу воли тоже как-то на тебя повлияло, как ты думаешь? Я Проявление. думаю, что да, 100%. А скажи, вот то, что ты вспомнил, отец тогда вот, по поводу фирмы, да, там высмеял. А как бы ты хотел вот изменить ситуацию? Я бы хотел, чтобы он вот поддержал меня, посоветовался со мной, знаете. Нет, немножко по-другому. Мы не можем влиять на других людей. Вот как бы ты вот хотел бы проявить свою силу воли? Вот когда ты почувствовал, да, вот я молодец, вот я тут прям проявил круто силу воли. Вот, чтобы не слышал его, не падал так, знаете, не брал близко его мнение. А давай без «не». Мы как ты хочешь, чтобы было в положительном ключе. Э, Ты проявляешь свою волю. Несмотря на ситуацию, проявлять мою волю и вот м, идти к цели. То есть верить в себя, верить в свои Да, силы. верить в Правильно? себя, в свои силы и иди к своей цели. То есть Знаете, смотри, есть одна поговорка: "Вижу цель, не вижу препятствия". Ну вот, как-то так. правильно ли я понимаю, что для тебя сила духа — это про веру в себя? Да, То есть тебе, не силу духа проявлять, а верить в себя? ну, Отзывается? может и Как так. Ну, м, как чувствуешь? не Как не то говорит? же самое проверить в себя и поверить в свою силу духа. Мгм. Ну, проявлять силу духа. Когда, проявляешь силу духа, поверишь в себя. Мгм. Так, хорошо. И еще скажи, для чего ты вообще, ну, вот сюда пришел? Вот что ты хочешь, чтобы у тебя поменялось в жизни? Что стало по-другому? Можно еще один раз? Ну, ты для чего-то вообще обратился к Вике.
Наверняка ты хочешь, чтобы вот что-то в твоей жизни поменялось. Вот что это? Как ты хочешь, чтобы было по-другому? Ради какой большой цели ты сюда пришел? Для себя, чтобы себя внутри чувствовал себя хорошо, знаете, чтобы был радостный от жизни. А зачем от тебя это? Зачем от меня это надо? Ну, зачем тебе эту радость чувствовать? Чтобы жить свою жизнь с удовольствием, знаете, чтобы развлечь мою силу духа, чтобы Мгм. С Сила духа основное, да? А вот, про родственную душу прям как оно как-то связано с твоей же силой духа, с твоей радостью, ощущением? да, да. А тебе сколько лет уже сейчас? 20? 22, скоро будет 23, И ты прям готов встретить сейчас уже родственную душу? да. Ну, то есть, ну, просто как-то родственная душа — это уже как-то больше обязывает уже что-то там серьезные отношения. Ты действительно готов. Ра рано или поздно, Готовится? да. Так, здорово. Скажи еще, вызывание духов, крещение, что-то такое было у тебя? Какие-то эзотерические практики? Что это Виктория, ты в эфирном пространстве. Да? Видишь? Я подумала, как это происходит, расслабление и зачем. Ну, когда ты М, считала, и я просто увидела, как идет вот как бы внимание, вот так вот расслабление тела, а внимание концентрируется в сердечном центре. м, И вижу вот эту связь между сердцем и вот так вот, как веточка через правое полушарие. И вот это как рука, которая с такими глазками, мгм. которые вот так вот смотрят. Ну, оно считывается не смотрят, а пульпируют. Как будто бы пространство, я слышу, испытывает. Так, хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Мгм. На счет 3 найди эфирное тело Михаила. Миша. Один, 2, 3. О, как интересно. Я его нашла, у него такое свечение, и сразу услышала ребенок неба. Мгм. Хорошо. Считай его эфирное ДНК. Миша Лето. Да, это он. Спроси у него разрешения потрудиться с ним и для него. А у него с правой стороны, там, где правая нога, вот здесь кто-то стоит, какая-то фигура согнулась и держит как щит такой большой, а от Михаила идет такой яркий свет. Эта фигура держит щит, чтобы как-то отбивает этот свет, и он превращается, этот свет, в такие черные шарики, которые катятся в сектор магии. Они как катятся, я прямо слышу, как будто бы по наклонной так катятся, и их там собирает кто-то. О, крадник. Так, хорошо. Отсоединись Сейчас, пока. да, сейчас спрошу, дает ли он разрешение еще раз. Проси. Да, да, он дает и говорит, что вот это ему мешает, говорит, быть собой.
Что именно это? Этот щит ему мешает? Этот щит и вот этот человек, который собирает там эти черные шарики. Хорошо. Приказывай этому человеку отвечать, кто он такой. В секторе магии. Нет, давай сначала тот, кто с щитом стоит, отбивает. Да, Приказом отвечать, какой. это дух. Так. Что это за дух? Считывается дух, насильник, он как-то имеет отношение к этому человеку, который в секторе магии. М, Он Тогда буквально привязан к нему. мгм. А, кто находится в секторе магии, приказывай проявиться согласно его, давай, физической ДНК. Там какой-то мертвец. Сейчас я Так, вот этого... Подожди одну секундочку. Там есть мертвец, мертвый человек. И так. есть этот... Подожди. И этот, который Про- собирает. А, Все находятся в секторе магии, всех проявляем. Есть бесплотный дух. М, И Так, есть этот дядя Сережа. Он лысоватый, да? Миша, кивни. Да, нет? Да, говорит Да, да. Лысова. Да, вот он. Да. А, Приказывая этому дяде Сереже отвечать, что он делает в пространстве Михаила. Он говорит, собираю его добро. Какое добро он собирает? У него такой мешок, и вот он говорит переделанную энергию добра, а вот эта сущность стоит возле правой ноги М, и деформирует пространство вокруг Михаила. А Михаил особенный, и он считывается особенный ребенок. Так, а давай посмотрим, Почему-то что значит ребенок неба. опять ребенок. Что это значит? Я слышу, что он закрыт в скорлупу собственных предубеждений. И он находится как будто в таком пространстве, но не ниже земли, скажем так, но он закрыт как в скорлупу. Мгм. А Он что не значит открыт. так? А в чем его особенность? Э, Чтобы это узнать, я вижу, там мешает контракт. Нужно расторгнуть контракт. Хорошо, Пок- давай проявляем этот контракт, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться в их пространстве и стать по старшинству. Нет, это так не работает. Так, хорошо. Это гипотетически, но это сейчас, это не с той стороны как бы зайти. Оно Хорошо. считывается, а зайти можно только из... Физики. это как река, и я слышу, как с прибрежных вод. Хорошо. То есть Давай там, где материализовано уже иди. событие. Найди момент, когда образовался этот контракт, что в этот момент происходило на физическом Нет, плане. подожди. Нужно разобраться с этими, кто проявился сейчас, и они приведут к контракту. Так, хорошо. Тогда отсоединись пока что от всех и от всего. Да. Вернись к этому духу, который отбивает щитом энергию. Да, это дух преисподней. Сейчас я ему приказываю отвечать, кто он такой, когда он скрипит. А, Такой. Я сейчас спрошу, кто у него хозяин. Так, приказывай. Это дух Сергея.
Мгм. Он к нему привязан как к пятке. Вот. И самостоятельное, он превратился в самостоятельную сущность, потому Так, что Сергей по сравнению, то есть он потерял свой дух, Сергей. И он вот такой маленький, а этот дух огромный. И он контролирует его, и я слышу его жену. так. И как он на них влияет, этот дух, на Сергея и на его жену? Это, скажем так, теневая тень Сергея. То есть его эго, которое разрослось и деформировалось. Это его вот матрица Так, а духовная. бесплодный, который ты дал в А он секторе? отдельно. Сейчас я посмотрю, если у... Он как-то связан с Сергеем, бесплодный. Он А лежит. спроси у него, кто он такой. А он говорит, что он дедушка Сергея. Вот он старый дедушка. Так. А почему он привязан к Сергею? Какой-то я вижу ритуал погребения. И через этого а, Сергея, вот этот бесплотный. Сейчас я спрошу, как его зовут. Как его зовут? Ну, он как-то говорит, что его Вениамин зовут. Так. А что он делает в пространстве Михаил? Он говорит, мы пришли вместе. Ну, Мгм. с этим духом темным. Для чего они шли в пространство Михаила? Он опять говорит, что он сын неба Да. и ведет куда-то такая зацепка, как будто бы за пространство Михаила туда, как за спину, то есть в прошлое. Так. И говорит, мы с ним родственники, и он привязан как бы по родственным связям. Так. Найди. Говорит, что он мешает Сергею добыть его клад. Так. А какой клад они мешают добыть? Лицо Михаила, оно находится в секторе интерферентов, там такая в глубине находится как спрут, который держит лицо. Так. И что это значит? Лицо Михаила. В чем суть клада? Это как ДНК, определение. Ну, как мы говорим, ДНК, определение личности. Так. Почему они хотят помешать Михаилу найти этот клад? Этот дух ногой как топнул и тоже говорит, что говорит клад. Так. Почему? Приказано отвечать, почему они хотят помешать Мише найти этот клад. Вот этот дух показывает, что у него в зубах такие зубы, как вот эти, как дух Вельзевула. А в зубах такие, как иглы такие длинные. Тоже лицо находится в секторе магии. Лицо Миши. Так. Я слышу младенческий код бытия. Что это значит? Сейчас я расшифрую. Сейчас я приказываю ему, это я выбираю у него изо рта, это как расщепление идет, разделение. Одно вот здесь, другое здесь.
Сейчас младенческий код бытия опять имеет отношение к такому берегу. Опять я вижу реку и берег, где вода соприкасается с берегом. Так. Почему ты это видишь? Как это связано с этим кодом? Вода, сейчас я посмотрю, вода бьется, и опять я слышу Вениамин. Так, Он что там как бы утонул. этот дедушка? Мгм. А как это связано с Михаилом и с его кладом? Я слышу родовая память. Так. И как это на Михаила влияет? Опять он пришел сюда, а они говорят, чтобы выставить нас дураками. Так. Что это значит? Выставить их дураками? Чего они боятся? Они показывают такую штуковину, как мешок огромный. И говорят, что они столетиями работали над тем, чтобы скрыть Сына Небес. Мгм. И опять говорят, что мы пришли. И имя звучит еще такое. Кристина. Кто это такая? Так, не знаю. А, Спроси у них, почему им важно скрыть Сына Небес. Опять говорят, что он пришел, чтобы выставить их дураками. Они Так. тогда уменьшиваются, становятся маленькие, а он забирает из этой пасти как солнце, а оно считывается лицом младенца. Что-то случилось в младенчестве. Да, давай найди тот момент, когда вот это вот, лица расщепились, да, и оказались у одного спрута, а вторые вот это вот в зубах, в иглах. Что произошло в этот момент на физическом плане? Я вижу, ребенок маленький и ножками так, М, вот, маленький ребеночек, и так, его чем-то вот таким, как будто бы голову вот так по шее, так шух, такая черная штука. так. А, Считай, кто этот ребенок. Это Миша. Что это за черная штука у него на шее? Сейчас я посмотрю, что это ритуал. Я слышу, что это посвящение, ритуал посвящения. Так. Посвящение куда? Во Сейчас ш я посмотрю, что было на физическом. А, Так, что там происходило на физическом плане? это крещение. Это Я ищен вижу какой-то священник странный с рогами. У так, него такое кадило в руках, и он как в мантии в черной, и огромные рога вот такие. У него. приказывай ему отвечать, кто он такой. Насчитывается сын демона, этот дух его. И точно так же, как у этого Сергея, этот священник, его человеческая сущность, такая маленькая. А вот это эго, это тень такая огромная и вот с рогами, и как черт прямо. И у него такая штука, как в аду такие рисуют, вилы такие. Так, приказывай ему отвечать, что это за ритуал он делает с Михаилом. Он говорит, что он забирает его младенческий код.
Так. Говорит, что ему нужно узнать код его души. И крещение, этот ритуал подходит для этого. Так. Зачем ему надо знать код души? Вот я сейчас вижу это пространство, в котором Михаил находится, как такая черная туманная река, которая вот так гонит, как воздух, такие вот. Его там закрыли в этом пространстве. Я слышу, чтобы не дать возродиться снова. Так. Кто закрыл его в этом пространстве? Приказывая проявиться в их пространстве. Ну, появляются вот эти темные сущности, я слышу, подземелья, то есть вот эти, которые, духи, которые уходят на уничтожение, потом родители, и там же присутствует духовно вот этот какой-то Вениамин, Дедушка. какой-то дедушка, да. Приказываем отвечать, что они делают в пространстве Михаила. Мама говорит, что они посвящают его, вот так говорит, посвящаем его в ритуал сожжения души. И буквально вот отсюда, как будто бы душу вот так вот захватили и вот так вытаскивают с ребенка. Так. Для чего они делают это? Вот эти духи, они как ловцы душ. Вот эта вся система. А родители играют роль предателей. Мгм. Здесь берега, вот я вижу, воплощенный разум. А волна вот эта, это как будто этого мертвеца вот так вот прибивает. Вот так вот колышется эта душа, как непрекаянная между мирами. Вот оно что. Так. А И когда, контракт там, м, как будто бы когда в книге на такие напечатанные квадратные буквы. Я слышу смерть. И вот этот, это слышу удар, то есть по этому контракту вот эти аварии. Я вижу это дерево, и этот удар сильный услышала и увидела от дерева. так, И вот этот, этот Вельзевул сидит над книгой. этот контракт образовался в пространстве Михаила во время крещения, правильно? Да, Мгм. Так. А что почувствовал Михаил, когда этот контракт образовался в его пространстве? вот когда он смотрит, он видит вот эту рожу черную этого демона с рогами. И он говорит, меня убили. И в этот момент я вижу, как связывается его а, нейронные связи, вот связывается вот эта энергия с энергией этого дедушки какого-то. Вениамин? Да, да. Потому что он умер. А Миша признал, что тоже вот эта рефлексия произошла. Говорит, Мгм. Что в этот момент произошло на эфирном плане, когда а этот... в эфирном плане вот эта книга, и там она написана такими, как объемные, такие квадратные буквы. Прямо я считываю смерть. И удочка такая, которая вот так как крючком зацепила душу. И опять я слышу Вениамин, отец Вениамин. Я вижу, что вероятнее всего, что это имя этого священника было тоже как-то связано. И соединилась энергия. Произошел, я слышу энергетический коллапс. А что означает смерть по этому договору, контракту? Потеря души, потеря лица.
и я слышу заблуждение. И вот это как прибивает, вот эта метафора, как вода в реке прибивает какую-то, ну, соломинку, щепочка какая-то, Так. которая не Заблуждение имеет силы, не имеет силы сопротивляться. заблуждение в чем? Ну вот я вижу, что он закрыт в таком пространстве, и он ищет выход и не может найти. То есть блуждает, блуждание. А как это пространство влияет на Михаила, в котором его закрыли? Я слышу, что он не может ощутить себя как сын Творца. М, Свою да, творческую силу он не может ни восстановить, ни ощутить. Он только как бы догадывается об этом. мгм. Но это как лабиринт. Я слышу лабиринт смерти. Так, и вернись к этому контракту и посмотри, на что Да. еще Михаил согласился по этому контракту. Слышу принять, он принимает родителей палачами, я слышу. Так, Потом я вижу, что у него образуются импланты, как рот закрывается, как будто бы лейкопластырь такой черный. Заклеивает буквально рот. так. И как это влияет на Мишу, эти импланты? Ну, там много других имплантов. То есть образовалась в этот момент такая энергетическая, ну, можно сказать, как программа, парадигма, такая метафорическая штука, которая похожа, вот как будто бы его взяли в этот момент, и он сидит, вот так, ноги скрещенные, как в позе лотос, эти подключки, всюду подключки, где, внизу горит такая горелка, огонь. Оно, вот это пространство как раз и считывается как ад. Мгм. Как это влияет на Михаила, вся эта конструкция, система? Я слышу притворство жизни, то есть не настоящая жизнь. Это все способствует проживанию не настоящей жизни, а жизни а, вот этого междумирья. Вот эта серединная полоса, которая символизирует как вода, которая какую-то палочку бьет о берег. Так, вернись к этому контракту, посмотри, что получил по нему Михаил. Ну вот я слышу, не настоящая жизнь, родители-предатели. Так, Вот, отсутствие достатка, божественный код изменен, и так, вот это сжечь, вот эта горелка, как будто бы, ну, он вот тут сидит, а горелка так внизу, но она как бы жарит так сильно, именно вот как в попу туда, где ноги, вот это. А ноги вот так, вот так вот. мгм. Так, а что потерял Михаил по этому Ну контракту? вот он показывает свое лицо. Код ДНК, я слышу, ребенка неба. Мгм. Также свою душу. То есть вот это духовное. Это даже как душа, это вот, как говорят там, весь сердечный центр, скажем так. Мгм. Управление душой, я слышу. Так, есть ли еще какие-то условия этого контракта, проявляемых все полностью на свет? Ну вот он показывает руку, и у него на руке такое черное кольцо.
и тянется а, в сектор магии, в сектор интерферентов и в секторе вот это Кристина. Так. Миша, ты знаешь Кристину? Потому что у меня нет, Кристину не знает Миша. Приказывай отвечать, кто она такая. Будущая прицепка. Ну, ты же Так, спросила, что он получит по контракту. Получил. так. Вместо родственной души, да, черное Да, кольцо с Кристиной. да, да. Так, хорошо. Давай, какие все ли условия проявлены этого контракта? Ну, в общем, оно звучит как где-то не настоящая жизнь. Мгм. Видит ли это все Михаил, весь этот контракт, на что он согласился, что он получил, что он потерял? Вот он ногой так вступил, и вот эту ширму, где, за которой там вот это все действие происходит, и смотрит. Так. И Если он, говорит, что видит, да. если он хочет, то он может зайти в момент перед подписанием этого контракта и изменить всю эту ситуацию наилучшим для него образом, как он хочет, согласно конам Вселенной. Ну, теперь понятно. Я вижу, что он сидит, вот как ребенок, ну, как детки маленькие сидят, вот так вот на ножечки сложил, и говорит маме, и, вы меня спросили, и как будто бы кормит их вот этими сияющими энергиями, вопросами. И говорит, вы меня спросили, и говорит, я не хочу быть сыном предателей. И вот эти программы родительские, вот так вот все передвигается в сектор интерферентов. Я вижу, такой произошел как сдвиг, и вот эта сущность с рогами, этот священник, она отодвинулась, и это все действо как будто бы из живота этого священника вышло, и он снимает эту петлю черную из шеи и отстегивается от этой, как, ну, как рыбу ловят, Точка. леска. Да, я передаю Мише, чтобы он вернул все частицы его души, энергии, но прозвучало имя Сергей. Так, почему прозвучало имя Сергей? Сейчас я вижу, что он ухватил за ногу. Миша вот так выходит вверх с этого пространства, которое его вот как река. Буквально он был заложником этой ситуации. И Миша поднимается вверх, а Сергей вот так хватает, ну, как бы не за его ногу, а за его, как имплант такой, как сапог черный. Что это за энергия, этот имплант? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что в этом сапоге вижу, как такая черная чарка. А, Миша пьет, как водку. Вот. Так, кто хозяин этого сапога, этого импланта? Приказываю проявиться в его пространстве. В секторе интерферентов такой, как черный шар и глаз такой. Так. Эгрегор пьянства. Хозяину этого эгрегора приказываю проявиться в его пространстве. Вот этот шар — это как мешок, а сущность какая-то ухватила этот мешок и как будто бы несет. Сейчас я посмотрю, кто это. Так.
То есть это система кратника, это сущность, которая украла вот этот Вельзевул. Так. Что украла? Я слышу волю воспитания себя. Так. Ш Сходила на физическом плане, когда этот кратник впервые появился в пространстве Михаила. Он впервые появился во время крещения, когда буквально в эфирном пространстве образовалась вот это, он считывается как, сейчас какое-то слово странное, э, карбункул или вот, я не знаю, что это такое, какой-то карбункул или как-то вот так. И это такая энергетическая субстанция, это доминанта, то есть это, как, скажем, как такой энергетический центр управления коричневого цвета, предательство себя, предательство. Это, да, энергетический центр фашизма, скажем так, направленный против себя. Так, Центр управления подсознанием. м, образовался ли какой-то отдельный контракт в этот момент у Михаила? Нет, это все, я слышу, это все пришло одним махом. М, хорошо. Это А, образовалась такая, вот этот карбункул какой-то, но оно спле не карбункул, оно как-то Эй, по-другому звучит. Это как такой зародыш, вот именно этот ребенок, да, как будто бы копия ребенка, только вот все самое худшее, противное, что даже нельзя себе представить, вот эти все программы негативные, которые запускают все, и это центр управления этого, это как зародыш такой, он прямо вот как зародыш, который управляет всеми процессами подсознания, потому что вот, вот это я вижу его, он появился в пространстве Михаила тоже по этому контракту, который мы рассматриваем? который мы вот, да, рассматриваем сейчас. А этот сапог на ноге Михаила, он тоже связан с этим контрактом? Да, это тоже связано с этим Э, контрактом. Михаил, Да. если хочет, он может, полностью расторгнуть этот контракт и убрать, очистить свое пространство Ну, вот от я вижу. чужерод. Что нужно сделать, да? То есть М, нужно отдать, разделение произвести. Вот производится разделение. То есть я вижу, как божественные души родителей. а, Юлиан, слышу, и Татьяна, они выходят, вот так вверх летят, а вот эти темные отделяются. То есть в этой ситуации нужно исцелить эту ситуацию. И вот она исцеляется. Я вижу, как отделяется божественная сущность родителей от этих черных программ. И опять этот Вениамин звучит. Код, так. код. Сейчас я приказываю проявиться этому Вениамину. Такая красная нить тянется в сектор интерферента. Умерший, мертвец. Он застрял там в пространстве. Мгм. На чем он держится сейчас в пространстве Михаила? Сейчас я посмотрю, где он держится. Я вижу, что подключка идет вот так в голову сюда. И вижу, что какой-то... наркотики. Так, что происходило на физическом плане, когда эта подключка появилась у Михаила в пространстве? И я слышу, что Михаил был в бреду, и он соединился с цепью, какая-то цепь мертвецов. Мгм. Что это за цепь?
Я слышу умышленное убийство. Так. Вот этот Ка какой-то Вениамин, этот дедушка, это старый мужчина. Он как, как самоубийца. Мгм. А вот я вижу, он плывет по реке, Так. И вот где этот момент, когда он и появился? утонул. М, Он утонул. У него были свои программы негативные, как будто ветка какая-то, которая его затащила на дно. так. И что происходит? Почему он притянулся к Михаилу в пространстве? Из-за этого курбункула это центр энергетический, это как центр управления подсознанием. Вот из-за этого эти контракты, я слышу разрешение себе быть мертвецом. По этому контракту он притянулся. Видит ли это все Михаил? Да, вот сейчас я вижу, что вот он сидел как ребенок там, а теперь он стал как огромный воин. И когда он встал, то у него засияло лицо, и волосы так развиваются, и такое сияние идет, как будто бы брызгают такие искорки. М, так, спроси него, да он расторгнуть этот контракт, убрать из своего пространства этого и мертвеца, и карбункул тот, все импланты. Да, сейчас нужно зайти в тот момент, я его вижу, когда он принимал наркотики. И говорю, чтобы Миша поменял это свое решение, потому что я вижу, что принятие этих наркотиков как раз усугубило его положение и связало вот эти невидимые нейронные связи с этими сущностями, с духовными, и усилило это все воздействие междумирья, то есть этих пространств, где духи, а они постоянно, это как прослойка такая между пространствами, и эти духовные сущности, духи, программы, одухотворенное все, оно так соскальзывает и должно просто уходить. А вот эти ритуалы, наркотики, пьянство, это все как бы связывает живого человека с этими отмершими программами, и эти программы, духи начинают жить. Они как бы вот так очнулись, а человек теряет свою энергию. Видит И ли я это, осознает Михаил, как это на него влияет, все эти наркотики, алкоголь? Да, он нюхал что-то, я вижу нос. Я ему говорю, что он может сейчас это отменить. И я вижу, он вытаскивает из ноздри такой огромный черный шар. И он такой тяжелый, как вот такой черный шар. Считывается кармическая зависимость. Вот, может истинным хозяином вернуть всю эту карму, И я вижу, как очистить он вот так вот отодвигает, как будто бы мешочки такие какие. Вот так отодвигает а, и говорит, это вот это, дядя Сережа, забери. Вот, и я вижу, как этот Сергей забирает, как, как будто бы на плечи мешок. Я передаю Мише, чтобы он сейчас забрал всю свою силу, всю свою энергию и проявил силу воли в том моменте. Ну и он такой огромный становится, и как швякнет этого дядю Сережу. Так, что происходит в этот момент? В этот момент также я вижу эту ситуацию на, на природе, где он говорил.
что они там, вот он пьяный ходит, шатается. Я говорю то же самое, чтобы он проявил к себе сострадание, любовь и поговорил с собой в том моменте и просто перезаписал эту ситуацию. Это же Да, его как он память. лучшим для себя образом. Я вижу, вот он этот стакан с водкой вот так отставляет, и из него это все пьянство вот так как будто бы выходит. Он как бы изрыгает это все из себя, и я вижу, отвязывается этот сапог, и этот эгрегор, и я передаю Михаилу, чтобы он полностью освободился, освободил свою энергосистему от привязки к этим эгрегориальным структурам, приказывал всем этим убираться прочь и возвращал всю его энергию, силу, весь свой творческий потенциал. И я вижу вот эти стаканы, они как бы выливаются, переворачиваются. Так, хорошо. Проверь, полностью ли Михаил расторг тот контракт Вот это подключка еще к этому мертвецу. Вениамину. Мгм. Мгм. Почему она еще есть в пространстве Михаила, если он отменил тут А вот наркотики? сейчас я смотрю, почему. Здесь вот такая, как присоска считывается, такого магнетического свойства. А потом она переходит, там узелок такой, и черная подключка пошла в сектор магии. А в Кто он? секторе магии такой черный сапог одевает Сергей и говорит, это моя подключка, это мой Вениамин. Он Мгм. передал, это он передал ам, этого Вениамина, э, ну, как передают магическим способом. Мгм. Так, почему Михаил принял Говорит, этот. что он его заставил принимать наркотики, что вот именно когда он принимал эти наркотики, это все усилилось. И говорит, что Сергей избавил меня от ребенка, вот сейчас говорит солнце. Так, а что это значит? Что Сергей избавил его от ребенка солнца. Говорит, что он отдал его в руки Вениамина. А сейчас я этому Вениамину приказываю проявиться. Так, Вот этот странный какой-то Вениамин, он одновременно какой-то дедушка, на котором такие рога, как у этого священника. приказывают проявиться этому Вениамину согласно его эфирному ДНК. Да, он говорит, что он тот, кто крестил, Мгм. говорит Так, ребенка солнца. а что означает ребенок солнца? Ну вот я вижу его глазами, как будто бы смотрю. И он видит, какого ребенка принесли. И у него такая энергосфера вот так, и как будто бы от него отрываются такие лучики, и тоже становятся такими, ну, вокруг такое, как искры, считывается как дубликаты. Он рождающий жизнь, рождающий свет. Он способен рождать свет. Так, что это значит? Какой свет он способен рождать? Я слышу жизнь, свет. Это как код сознания Творца. Так, хорошо. На чем этот Вениамин сейчас еще держится в пространстве Михаила?
где это Вот разрешение. Михаил показывает, что у него вот где талия, как будто бы так вот имплант, который зажимает его талию. Что за энергия? Считывается родовое проклятие. Так, и как это влияет на Михаила? Я слышу, что он обесценивает себя, не понимает свой путь, буквально смотрит под ноги и даже не видит, где они заканчиваются, и не видит основы, и не видит вот этого. Так, кто Не хозяин этого? наблюдает себя. Хозяин этого родового проклятия. Приказываю проявиться в его пространстве. Так, считывается дух, колдун, находится прямо под ним, где сектор духов. Так, приказываем отвечать, кто он такой. Как будто бы колдунья или колдун что-то там колдуют. Так, приказываем ему отвечать, кто он такой. Так, давай приказываем ему проявиться согласно его эфирному ДНК. Появляется такая, как спираль черная. Так, что это за энергия? Считывается как код колдовства, магнетизм, и выглядит как открывается коробочка, знаешь, как эти, как мушли. Мгм. Вот так открывается, а там находится маленький ребеночек. Считывается ребенок солнца. Так, Дух подсознания. А, это в его пространстве вот этот какой-то карбункул появился. Это центр управления темной, да, темной матрицы. А вот это э, находится вот этот сын солнца, вот этот код души, естественный код души. так. А что произошло на физическом плане, когда эта замена произошла? Я вижу опять это крещение. Так, Подходит этот колдун, священник. Это не просто священник. Ну, священники это тоже разные люди бывают. А этот какой-то, он сразу считался как мафия. То есть это человек, принадлежащий к определенной э, секте, скажем так. Изуит, изувер. так. Видит ли Михаил, кто он такой, этот священник? Его суть. Да, Пусть проявляет его на свет, и все его вот эти магические ритуалы, действия тоже проявляет на свет. я передаю, да, Михаилу, вот он забирает этого, свое дитя. И в этот момент я вижу, как этот Вениамин, вот эта подключка, буквально отторгается, считывается, отторгается. А Натальи этот имплант, как изменила ситуация с ним? Какая Наталья? Натальи, ну, на Наталья. имя Михаила, да. Родовое проклятие, как сейчас изменилось.
Я вижу, что оно было как металлическая цепь. Она вот так разорвалась, так за спиной. И буквально как цепь. Вот цепь. Прямо полетела вниз. Так, И хорошо. я передаю Михаилу, чтобы он восстановил целостность его энергетической, естественной природы, э, его код ребенка солнца, ребенка неба, ребенка Творца, восстановил коды всей энергосистемы, забрал все его частицы энергии, потерянные во всех этих ситуациях, от Пусть воплощения и до последнего. по лунному а, эфирному ДНК Да. возвращает чистую энергию. Пусть он Физически вот этого карбункула просто растворит, уничтожит полностью. он это делает. Он это делает, я вижу, он сделал вот так, как чихнул, как будто бы, и из носа вот это вышло. А нос, это связано же, это вся лимбическая система, она связана и с считыванием эфирного ДНК. С телепатией. А, Раз, да, И с который Михаил телепатией, да. И так именно вот это, говорит. все эти вещи, они мешали проявлению его телепатических способностей. Сейчас Михаил может полностью восстановить все свои телепатические способности, если хочет. Очистить всю эту систему. Сейчас я вижу его энергосфера стала целостная, большая, вот как шар такой. Проверь, полностью ли расторг Михаил контракт, который вот во время их крещения образовался в его пространстве. Вижу, что цифры и буквы он эти высыпал, и эту книжку «Догма», я слышу, тоже уничтожил. И прозвучало, что у него есть другой Так. контракт души, Так. и все закрылось темным. А, давай пока что ну, вот от этого контракта души отсоединись, Да. всех от всего поднимайся максимально вверх, Мгм. очищай полностью наше пространство, убираем все запреты на считывание, убираем все запреты на снятие магии и колдовства, убираю все а, иллюзии, весь гипноз, Мгм. полностью очищаем наше пространство, все проявляем на свет, все чужеродное и все убираем. Вот я вижу, что он сейчас в светлом пространстве находится, как ангел. М, Энергосфера прозрачная, э, но к правой ноге идет такая огромная черная цепь Так, что это за в энергия? сектор интерферентов пошла. Кто находится в секторе интерферентов, я приказываю проявиться. Я вижу там такая как книга, а над книгой сидит, я слышу, дух преисподней, как будто кто-то сидит и смотрит в книгу. Так, что это за книга? Я слышу чужая история. И опять этот вихрь такой. Так, что за вихрь? И оно считывается как деменция чужого пространства. И я вижу, что там обрывки знаний, обрывки историй. Так, чье это сознание? Люцифера. Ай, мгм. И как это сознание связано с Михаилом?
Оно связано вот через эту символическую цепь на правой ноге. И Так, я вижу у него, где палец большой на ноге правой, он такой какой-то раздутый, черный. И именно к пальцу, вот так, где палец, как кольцо черное, считывается, окольцован. И там бегут такие циферки и буковки какие-то по этому колечку на пальце. что это за буковки, циферки по нему бегут по этому кольцу? Я слышу, что это код сознания Люцифера, Так, как это код дознания. как это кольцо влияет на Михаила? Удерживает. Так, от чего оно его удерживает? Он в этом темном пространстве. Буквально он как будто, я вижу, переворачивается вверх. Вот так вот, шух, перевернулся. Так, а что это за темное пространство? Он как будто бы вот так перевернулся, ногой стоит, и знаешь, как акробаты делают? Такое, как колесо. И Так, вот он на одной ноге на этой стоит, а левая нога куда-то вверх ушла, а правая, он стоит, не может двинуться никуда. И окунулся головой в это пространство и рассматривает. И опять это как под воду, опять эта вода, бульканье, как под воду, и смотрит. так. А когда он вот это вот перевернулся, что произошло в этот момент на физическом плане? Сейчас я посмотрю. Женщина. Мгм. Так, приказывай отвечать, кто она такая, как ее зовут. Какая-то любовница. Как ее зовут? Выглядит как ведьма какая-то в лохмотье. Мгм. Как ее имя? Сейчас я ей приказываю написать. Как ее знает Михаил? Она говорит, что он ее не знает, что она как бы пришелец. Она как будто бы с этой воды пришла, темной. Так. А кто она такая? Она говорит, что она встречалась с ним, показывает 4 месяца. И М, говорит, что она его угнала. Что это значит? Ну, как лошадей угоняют или автомобили. Ну, от чего она его угнала? Или от кого? Она ну, я вижу, что это у него голова как будто бы стала там, где нога, где эта привязка. Сейчас я посмотрю, куда идет эта привязка. Так. Вижу, что она колдует, какое-то колдовство. Или она такая есть люди-порталы, да, сильно магические. Они даже ничего не делают, но магичат. Я вижу у нее в руке как будто бы сковорода такая огромная, и она переворачивает блинчик туда-сюда и говорит, что она его накормила чудодейственным зельем. Так, приказы отвечать, как ее зовут. Как-то звучит то ли Вероника, букву В вижу. Я ей приказала написать. Ну, ведьмы же, ты знаешь, они прячут свои имена.
Так, приказы отвечать, А, что за торжество? Она Она ждет. подготовила его к встрече с Кристиной. Мгм. Так. Зачем она его готовит к встрече с Кристиной? Она говорит, что это по плану. Мы, говорит, договорились с судьбой. Вот этот весь конструкт, который мы разбирали с этим карбункулом, с этим всем, это вот эта вся программа, которая называется судьба, которая устанавливается через привязки к этим эгрегорам, через предательство себя, своей истинной сущности. Так. Видит ли Михаил, кто это на самом деле Вероника и что она колдует? М, К чему она м. готовит его? Для чего она вообще в его пространстве? Я вижу, да, и пока и вот эта ситуация, где он с цветочками, ну, как в юности. Отец буквально как будто бы подзатыльник ему дал. Так. Вот. И образовался вот этот блок именно сзади, где голова. И я слышу голос его отца, который говорит: ты что, с девчонками встречаешься? И вот это заложил, вот эту основу, я слышу, дефективной любви. Мгм. Так. Видит ли это Михаил в этой ситуации этот блок, который тогда образовался с отцом? Да, видит. Если он хочет, он может зайти в ту ситуацию и изменить ее наилучшим для себя образом, так как он хочет. Ну, я вижу, что он снимает этот блок вот из головы сзади. Это как зрительный. Телепатическое чтение, оно же связано и с лимбической системой, с центром дешифровки информации и переведения в образы. И вот именно этот зрительный центр был тогда нарушен отцом, этот имплант. И я вижу, как он смотрит, и опять этот Вениамин. И он вот это берет, и этот отдает отцу, и этому Вениамину, и окончательно этот Вениамин отсоединяется. Я передаю Вениамину, что Михаил хочет его полностью освободить, освободиться от него, а он может, его светлая божественная душа может уйти в светлое пространство, куда он хочет, если он хочет. Потому что, и опять этот Сергей, слышу. И я передаю Мише, чтобы он просто вытолкнул все энергии. Ты посчитай, ты здесь? Мгм. Ты Да. посчитай, и пусть на физике буквально Михаил выделит энергию, полностью отсоединиться от Вениамина и от этого Сергея. Вот, Так. потому что там сильное вот это смешение, ну, как в этих программах всегда. Я Вот. читаю от 1 до 3, и Михаил проявит свою силу духа, которую он хочет проявить, и полностью очистит свое пространство от Вениамина и от Сергея. 1, 2, 3. Ну, вот сейчас я вижу, как он своей рукой вот достал эту такую присоску и сжег ее. Я говорю, чтобы он сжег, или что он хочет расплавить, или что он хочет сделать. Очистил полностью свое пространство. Он божественная душа, и он абсолютно суверенная душа. Никто не имеет права подключаться к нему. И вот сейчас я вижу, как он вот как в воздухе поплыл. Знаешь, как шарик, который не имеет подключки. Ну, этого шнурочка. Вот. Хорошо. Я передаю, чтобы он полностью освободился. Я вижу, он берет этот блинчик какой-то. Вероятно, он какой-то блинчик кушал с этой Вероника. Вероникой, да. Он вытаскивает изо рта вот скрученный такой
ну, как налысник, бличк. Может полностью проявить на свет всю сущность этой Вероники, все ее колдовство в его пространстве, все это проявляет и убирает со своего пространства все его гостей. Я ему говорю, чтобы он приказывал, чтобы это тот, кто нарушает пространство другого человека, его волю и колдует, просто должен забрать по конам Вселенной эту всю магию и применить к нему же. Я передаю Михаилу, чтобы он приказывал этой девушке забирать всю ее магию, все последствия. И в этот момент она вот перевернулась, вот как он перевернулся, вот так она перевернулась. И я вижу, он встает, голова его обратно встает на место, и эта сковорода с этим блинчиком вся уходит, и развязывается у него вот это на талии, вот это все, и Так. забирается вот это черное кольцо. И он говорит, что он расторг контракт с судьбой. И говорит: "Я есть я". И поднимается вверх, с этой воды, с этой жижи он выходит. Я передаю Мише, чтобы он сейчас в своем сознании перезаписал матрицу, жизненную матрицу прошлого. Он всегда был чист, здоров, крепкий. Он всегда проявлял волю, а, силу духа. Он всегда любил себя, уважал себя и свои решения. Какими бы они ни были, это его личный опыт. Так. Проверь с правой ноги, полностью ли ушла цепь. Да, нету ее. Я вижу, он показывает мне вот палец большой, смеется. Хорошо. Сейчас, одну секундочку. Осталась еще какая-то проекция этого колечка, и циферки там какие-то бегут. Я передаю, чтобы он полностью очистил и закрыл все порталы, сжег все чужеродные программы, и я слышу, сжег все мосты. И когда он это сделал, то я вижу, что вот этот берег и эта вода вот так вот разошлись по разным сторонам, и выходит м, там вот это место, где вода билась о берег, кто-то выходит. А он Так. говорит, какая как капля такая выходит. Сейчас я посмотрю, что это такое. Так. Он говорит, что это его истинное я, которая моталась по этой реке. Так. Я передаю, чтобы он восстановил границы, свои личные границы, своего истинного я. И вот это истинное я, как бы информация идет, что теперь он готов разорвать свой главный контракт с Люцифером. Это контракт души, да, который ты видела? Да, да. Хорошо. Раз он готов, то проявляем этот контракт и посмотри, что происходило на физическом плане, когда этот контракт образовался. Так, сейчас я обращаюсь к Мише и говорю, чтобы он пошел по своему пути, там, где эта миссия его, чтобы расторгнуть этот контракт. Так. Проявляем этот контракт и всем сторонам этого контракта приказываю проявиться в их пространстве и стать по старшинству. Слышу слово «свет» и вижу, как разделяется пространство на темное и светлое. Михаила вижу, я слышу, в доисторической личности. Он Так. выглядит, ну, как ангел какой-то сидящий, который стоит возле этой темной полосы, которая вот так проходит из сектора магии, вот такая, как черная капля такая.
Так, кто там? Вторая сторона этого контракта. Считывается вот это мир энтузиастов, ушедших в прах. Что это означает? Сейчас посмотрю. Сейчас я у Миши спрошу. С кем это он Что подписал? это такое? Я вижу, как он стоит, и у него, где правая нога, такая, как тень продвигается, которая как будто бы простирается дорожка туда, в тот мир. Он как бы готовится туда пойти, и в правом глазу как будто бы такая вот линза, через которую он смотрит. Так, что это за мир, в который он готовится пойти? Я слышу мир жизней человеческих. То есть это воплощение в этом мире энтузиастов, которые не живут, а только что-то делают. Вид делают, что живут. И я спрашиваю, зачем ему, что он собирается сделать. А он говорит, что он собирается родиться у своих родителей. И я вижу, как где его пупок, отсюда как такая темная какая-то полоса вырастает и как бы отделяется частица его вот так из живота в маленького ребеночка. И по спиральке так опускается прямо в мать. Мгм. Для чего? С какой целью он решил родиться в этом пространстве? У него такая книга образовалась большая. Он в нее смотрит. Он говорит, что ему нужно обрести опыт презрения к злу. Так, хорошо. А что это за линза у него в глазу? И вот он Прав- показывает, одну секундочку, вот он показывает, что он такую капельку вытаскивает, вот как черная капля. Знаешь, есть из стекла, когда капают каплю, и она застывает, то она самая прочная, ее даже никакой пресс не может сломать. Там И только что, один хвостик можно сломать. что И вот это за... эта форма этой капли, вот он вытаскивает и говорит абсолютное зло. То Так, есть его миссия это как бы расправиться, я слышу, с этим абсолютным злом. так. А что значит расправиться? Но он показывает, как расправиться, это расправить крылья, что внутри этого абсолютного зла как будто бы есть сила вот это, этих светящихся крыльев, свобода. Так, а Это скрытая свобода. для чего ему нужно расправиться с этим абсолютным злом? Он говорит, нам нужно. М, Для чего? Он показывает вот так и говорит, искоренить его в себе. Хорошо. Вернись к тому контракту души. Ну вот он идет на воплощение и договор. Вот он Так, как будто бы сидит, а перед ним раскладывают как картинки такие. И ходит такая сущность, как с крокодил с хвостом. так. Приказываем отвечать, кто он такой. А на самом деле это вот этот как какой-то, ну, считывается рапт Вельзевул с этими зубами. Так, Он говорит, что он приготовил западню.
Так. называет его дурачком. Какую западню он приготовил? Он говорит, его мать предшественница. Так. Предшественница чего? Или кого? Я вижу, что она уже как бы вся запутана в этой капле, как паутина, как в паутине. И в чем суть западни этого Он рапта? показывает, говорит, что она даст ему ген несовершенства и показывает эту капельку. Смерть, говорит. Так. От Кто-то смерти. еще Это есть? я вижу как программа такая, как ошибка в коде. Так. Есть ли еще стороны этого контракта? Ну, его отец, не этот отец, а тот самый первый, он как будто бы не удел. Вот так вот. Типа, ну, я тут как будто бы и ни при чем. Так. Это Ну, все и стороны? мама. Ну, да, вот это, оно считывается, вот этот раб, это все, это как темная сила. Это как, как бы противостояние света и тьмы. Так, хорошо. На что согласился Михаил по этому контракту? Он говорит, что ему нужно обрести волю, Так. сознание. И говорит, чтобы расправить, опять говорит, расправить абсолютное зло. И опять показывает, как в этой капле скрыты вот эти сияющие крылья, считывается свобода, свобода разума. Так. На что еще согласился Михаил по этому контракту? И вот эта капля, она считывается как гипноз, магия. И я вот вижу, как человек, насколько он свободен, и на самом деле, и вот это его мышление, его физическое тело держит в плену этих предубеждений и не дают ему развернуть крылья. Ты что-то говорила? Так. Я спрашиваю, на что еще согласился Михаил по вот этому контракту души? Он говорит прожить все жизни по одному сценарию. Он получил вот этот код, ну, вот эту программу, вот, которая называется «Судьба». Так. А по какому сценарию он должен был проживать все свои жизни? Ну, вот который мы его там разбирали. Так. Вернись к Который этому, он как бы прекратил вернись к сегодня. Мгм. посмотри, на что еще Михаил по нему согласился. Я слышу жить не настоящую жизнь. Что потерял Михаил по этому контракту? Вот я вижу еще это черное кольцо. Вот. Он потерял, я слышу, собственную мать, собственное мнение. Так, а что означает, что он потерял собственную мать? Сейчас я посмотрю. Он как будто бы вышел, и его мать, а, как лодка такая, в которой он плыл. А это как свет, как материя света, как код, зашифрованный код жизни. Вот эта материя жизни, это его мать, матрица жизни. Что-то еще он потерял по этому контракту? Отца потерял. Он получил отца-предателя. Вот этого демиурга этого, Вельзевула с зубами. А своего отца
Да, дарителя я слышу, дарителя жизни. А, вот оно что. Вот, точно такой же, как, такой шар, от которого светящийся шар, от которого отрываются такие же шарики, которые вот как было, как он пришел в этом, Да, то есть сын Творца, вот эту способность потерял. так. А что он получил по этому контракту? Судьбу получил, предписанную судьбу. Вот эта оранжевая штука, оранжевого цвета, похоже, как часы. Вот эта такая объемная, это матрица, судьба. Все предписано. Она Есть, также считывается как эзотерическая гадость. так, есть ли еще какие-то условия этого контракта? Все полностью проявляем. Да, он пишет 22. Две Мгм. двойки. Так. Видит ли Михаил все условия этого контракта, на что он согласился, что он потерял, что получил? Да, по этому контракту вот он показывает, как он расторгает этот контракт, как он освобождается от этого, от этой цепи в этом воплощении. А перед этим у него было другие воплощения. Так. Он может зайти в каждое свое воплощение и там также все исправить наилучшим для себя образом, так как он хочет. Я вижу, он встает вот там, где эта метафора идет, где он как будто бы за столом сидел. Он встает, поклонился вот так, поблагодарил себя. Поклонился, но не перед этим темным, а как бы поклонился и поблагодарил, как бы перед собой поклонился. То есть он проявил как бы уважение. Я так и считываю, как дань уважения к себе, к своему небесному Отцу. Он поклонился, поблагодарил за тот опыт. Я вижу, как этот контракт буквально рассыпается, как будто вот эти, как искорки такие же, как из одного шарика другие получаются. То есть он просто растаял, растаял. И у него вот так из сердца, вот как контракт вот так вот рассыпался. И вот точно так же в сердце, вот в сердечном центре, вот как такой взрыв произошел, и он залетает вверх Так, и радуется, и говорит, я разорвал контракт, я исполнил мою миссию, поднимается вверх, так, выходит с этой жижи. Я передаю ему, чтобы он поднимался в самые высокие небесные сферы, где он может только себе представить. так. Посмотреть, что сейчас с этой каплей, как изменилась ситуация с ней. А он ее как-то вот так как бы снял с себя и вот так бросил на землю. А, он хотел расправиться с этим злом. Сделал ли это он, то, что хотел? Ну вот я смотрю, что это произошло, когда он вот это ее бросил, то там вижу такая черная штучка, которая вот так чуть-чуть крутится, как спиралька, и она уменьшается и уменьшается. А он просто стоит и смотрит. А она как будто раскручивается. Это как вирус, как ДНК вируса. Вот так вот оно крутится, крутится. А когда оно вот крутится, то из-за этих спиралек выходят такие, как крылышки. Но Так, они еще не способны летать. Просто такие, как ткань такая потянулась. А он говорит, что ему нужно еще расправить крылья, то есть набраться силы. Я передаю ему, что он может зайти в тот момент, когда он полностью освободит свой дух и передаст эту информацию по всем пространствам каждой божественной душе, что каждый может повторить
этот процесс и оставить эту информацию в ноосфере всего человечества. Так. И вот он показывается, вот я вижу, как у него огромные крылья, и он сначала были такие, знаешь, как, ну, как будто бы он не умеет ими управлять, как деревянные. А потом он ими взмахнул, и они стали с перьями, как будто бы, а сейчас свет, и с такими искрами, рассыпаются искры. И он Мгм. говорит, что он дал начало и дал толчок освобождению воли человеков. Так. Хорошо. Посмотри, там в правом глазу была линза, как сейчас поменялась эта ситуация. Но сейчас я вижу, что он разорвал как будто бы такую нить, зубами перегрыз. Вот. Он говорит, что рассоединил свет и тьму, а линза что представляла? Да, я слышу, что это он передает ее как бы в магический сектор, что это магическое мышление. А магическое мышление, что это? А, Взять не свое, чужое, программировать чужим сознанием. То есть это пользоваться не творческим, вот этим, я слышу, процессором, а чужим, чужой. Это вот этот люциферианский мир. Я передаю Михаилу, чтобы он полностью очистил все его сознание, все его живое пространство эфирное, а также все физическое. Пусть он сейчас зайдет своим сознанием в свой физический мир и очистит свое физическое тело и физическое все его пространство, его дом, где он живет, его работа, бизнес, все, что касается его рука и его разум, пусть наполняется его собственным светом жизни, гармонии, процветания. Мгм. И он опять говорит, я есть тот, кто я есть. Так. Это вот восстановление самости, собственного кода. Посмотри, ушло ли у него с руки черное кольцо. Нету. Хорошо. Вернул ли он себе полностью лицо и статус Сына Небес. Да, он расторг контракт. Сейчас предстоит еще, конечно же, интеграция. Я ему передаю, чтобы он полностью доверял себе и интегрировал этот новый опыт в его физическое сознание, в его физическую жизнь, воплощение и в действие. И каждый день, чтобы он помнил, что он Сын Небес, что он может все. Если он творит по конам жизни, по конам живого света, то на его стороне все силы природы, все силы добра, света, первотворца. А он опять говорит, я тот, кем я есть, сын Творца. Хорошо. Посмотри, то, что он был закрыт в скорлупе, как сейчас изменилась эта ситуация. Ну, сейчас у него энергосфера большая, сияющая и вибрирующая. Вибрирует. Мгм. Я слышу. Я подумала, почему она так вибрирует. Это распространяет свет. У него вот эта врожденная способность, я слышу, рождать миры. То есть таким людям, да, вообще каждый человек, он творец. И если направлять свое мышление, свои мечты, свои действия в правильное русло на благо себе и Вселенной,
вот там проявится его. Очень мощный. Так, ну, также Михаил хотел узнать, есть ли у него телепатический дар, и очистить полностью все, что мешает этому дару проявляться. Я слышу, что он близок к тому. То есть если есть телепатический дар, это врожденный дар. Вот эти препятствия, они убираются, да, убрали, контракты расторгли. Ну и если есть дар, то он, конечно же, дар, телепатический дар закладывается при воплощении Так, у него зовут человека. этот дар. Не знаю, не идет ответ. То есть это нужно на физике проверять. Вот. И, Михаил хотел убрать все, что мешает ему встретить свою родственную душу. ну, он убрал, он очистился, а сейчас нужно следующие шаги делать для того, чтобы встретить свою родственную душу. Так, это какие шаги нужно делать? Ну, мы на школе же учим, я не буду это все. Так, хорошо. Также Михаил хотел посмотреть, есть ли какие-то магические воздействия от девушки Михаила. Идет информация, я всех обманула. Так. Есть ли Михаила в пространстве Михаила? А, Откуда идет эта информация? Я всех обманула. Проявляем Вот свет. какое-то темное пятно, ну, как будто бы ничего нет. И Вот, я просто передаю, чтобы... Да, воздействие есть негативное, потому что она как будто бы зашла ему в голову. Вот я смотрю, но я передаю Мише, чтобы он почистил все его пространство и отсоединился от всех и всего, и почистил свое личное пространство от привязок абсолютно ко всем людям, и стал чистым и свободным. И от этой Михаилы тоже. Не видно. Или он во время сеанса уже почистился, или такого сильного влияния не было. так, хорошо. Так, тогда посмотри, как сейчас выглядит Михаил. Но идет энергия радости, энергосфера правильной формы. Хвастается, как будто бы показывает спину и такие сияющие крылья. И говорит: я нашел себя. Спроси у него, все ли мы для него сегодня сделали. Да, он сказал благодарю, и такие пошли, как будто бы фонтан из искрок, искры такие. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх, М, наполняемся живыми энергиями гармонии, радости, любви, здоровья, благополучия, достатка. м, мгм. Прощаемся с Мишей. Да, Отсоединись от всех и от всего. мгм, Проверь свое личное пространство, все замороженные ситуации, очисти от всего чужеродного, закрой мгм. все порталы. Да, Поднимайся еще выше, да, наполняйся энергиями любви, радости, мгм, здоровья. Ты готова выходить? да, Я посчитаю от 1 до 3,
И ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Я просто понимаю, о чем сейчас Миша спрашивает, и что дальше? Ну вот сеанс произошел, а что дальше? Я просто помню свой первый сеанс, да, у меня такое впечатление, я его ждала, и мне казалось, что вот сейчас пройдет сеанс, и моя жизнь просто на 180 градусов, вот просто сейчас все поменяется. И когда прошел сеанс, думаю, так, а что дальше? Ну, как бы я ж тут жду, чтобы все ж поменялось у меня в жизни. Потом даже на следующее утро просыпаюсь, думаю, так, и где же изменения? Ну, как бы уже что-то ж должно произойти. И самое интересное, что жизнь реально поменялась на 180, просто немножко время надо, знаешь, ну, как бы, да, оно по-любому будет меняться, по-любому будет изменения. Ну, просто не по щелчку пальца, не так, как нам, ну, как бы хотелось бы, знаешь, так, опа, все, там, волшебство. Ну, действительно, придется проводить внутреннюю работу, придется вот это вот там над мышлением надо работать, над своими установками надо работать. Ну, эту работу никто не отменял. Как бы, знаешь, ну, вот, менять на то, что, а как я хочу думать, а как это, ну, как бы вот эту всю работу на физике, ну, никто не отменял. Ее все равно надо будет делать, все равно надо самому меняться, по-другому действовать. Ну, просто оно будет происходить как-то само собой, как бы будет намного легче. И особенно надо представлять себе, а как ты хочешь, чтобы у тебя было. И у тебя сейчас, ну, как бы, контракты все вот эти вот основные ушли, и все, и ты можешь реально быть творцом своей реальности. Ты просто сейчас представляешь в каждом секторе своей жизни, а как ты хочешь, чтобы у тебя было. Даже можешь записать, что вот там по финансам так-то, по здоровью так-то, по отношению так-то, там физическая форма, там еще что-то там, взаимоотношения с миром, как я хочу там, чтобы это, как, с какими людьми я хочу общаться, чем я хочу заниматься, где я хочу жить. Ты сейчас это все можешь творить. Можешь визуализировать, можешь записывать. Ну, все, ты творец. Ты можешь это, и оно будет тебе намного быстрее и легче все это проявляться в твоей жизни. И все, просто верить в себя, знаешь, и проявлять вот эту свою силу духа, которую все, тебе уже ничего не мешает. Только твои какие-то установки, твои привычки, которые ты просто можешь теперь менять. Сказать, нет, все, я творец, я все там отменил, что мне мешает, а теперь мне уже ничего не мешает. Так просто привычка, шаблон какой-то, который могу поменять. Вот так вот. Успехов тебе! Нет слов, одни эмоции.